Рада вас приветствовать на своем канале о вязании крючком. Меня зовут Виктория. Представляю вашему вниманию свой новый мастер-класс «Новогодний сапожок или носочек из джута». Его можно использовать для сладостей и подарочков в День Святого Николая, для составления гирлянд вместе с другим вязаным декором из джута, а также для формирования композиций из натуральной или искусственной хвои. Еще можно применить для украшения каминов и других предметов интерьера. До Нового года осталось совсем мало времени, поэтому предлагаю приступить к вязанию. Для изготовления основы нам понадобится двухниточный джутовый шпагат. Толщина нити около 2 мм, плотность 1100 текс. Если вы не сторонник шпагата, можно заменить, например, на хлопковый шнур или другую любую пряжу такой же толщины. На такой сапожок понадобится около 200 метров шпагата. Точного расхода сказать не могу, так как вязала из большой бобины. Для вязания использовала крючок номер 4. На сапожке выполнен декор в виде объемного веночка с вышивкой. Для пришивания самого веночка к основе нам понадобится бесцветная мононить. Эта нить похожая на тонкую леску. Также можно подобрать нить, подходящую по оттенку к джуту. Для вышивки хвойных веточек я использовала нить по типу мулине. Коричневую для основы веточек и 2 оттенка зеленого цвета для самих иголочек. Для декора веночка применяла подходящие по цвету бусины и бисер. Красный бисер для ягодок, белый для имитации снега. Также для украшения использовала бантик из ленточки и металлическую подвеску в виде птичек. Давно хотела попробовать такую новогоднюю вышивку на украшениях из джута. Это один из вариантов декора, но по своему усмотрению вы можете придумать и что-то другое. Итак, приступим к вязанию. Я заранее сделала выкройку на бумаге, ориентируясь по ней, и будем вязать. Набираем цепочку из воздушных петель длиной 17 сантиметров. У меня это 23 воздушные петли. Вяжем свободно и сильно не затягиваем петли. Делаем одну воздушную петлю подъема и во вторую петлю от крючка начинаем вязание столбиками без накида. При захвате нити всегда вытягивайте ее до уровня петли, находящейся на крючке, а после провязывания подтягивайте нить. Так столбики будут ровными, одинаковой величины, с минимальными просветами между ними. Так продолжаем вязать до конца ряда. Закончив ряд, расправляем вязание. Делаем петлю подъема и приступаем к вязанию второго ряда. Разворачиваем вязание и свободный конец нити поднимаем к рабочему ряду. Сразу будем его ввязывать в изделие. Со второго ряда начинаем вязание основным узором. В данном узоре будут чередоваться 2 вида петель. Первые связаны в основании предыдущего ряда, вторые это обычные столбики без накида. На крючке у нас петля подъема, начинаем вязание со следующей петли.
В основание петли предыдущего ряда провязываем удлиненный столбик без накида. Следующая петля — это обычный столбик без накида, связанный за обе дужки косички. Далее снова удлиненный столбик в основании петли предыдущего ряда. Снова не забываем вытягивать нить до уровня петли на крючке, а после провязывания подтягивать. До конца ряда продолжаем чередовать обычные столбики с удлиненными. Провязали ряд до конца. У нас нечетное количество петель — 23. Начинали мы ряд удлиненной петлей и заканчиваем ряд также удлиненной петлей. Приложив изделие к выкройке, становится понятно, что в носочной и пяточной части нам необходимо уже сделать расширение, то есть выполнить прибавки. Первую прибавку мы выполним в конце второго ряда. Для этого слегка отодвинем петлю, связанную в основании, и провяжем обычный столбик без накида. Посмотрим на данный узор с изнаночной стороны. Его преимущество в том, что он двухсторонний и выглядит фактически одинаково как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Здесь также чередуются два вида петель — удлиненные и обычные столбики. Начиная со второго ряда мы будем вязать в шахматном порядке. Над удлиненным обычный столбик, над обычным удлиненный. Посмотрим внимательно. Первый столбик, не учитывая прибавку, видно, что он удлиненный. Над ним мы провяжем обычный столбик, а вместе прибавки провяжем удлиненный. И далее будем чередовать в шахматном порядке. Если пока не очень понятно, сейчас покажу все на практике. Итак, вместе первой прибавки, которую мы сделали в конце второго ряда, мы провяжем удлиненный столбик. Это будет первая петля третьего ряда. Далее провяжем обычный столбик без накида. И так будем чередовать. Первый вяжем удлиненный. Далее вяжем обычный столбик. Далее снова удлиненный в основании петли предыдущего ряда. И за ним следует обычный, как бы в раскол этой удлиненной галочки. Но вяжем обычный столбик без накида. Таким же образом продолжаем вязать до конца третьего ряда.
В конце второго ряда мы сделали прибавку для носочной части, в конце третьего ряда сделаем прибавку для пяточки. Провязываем последний столбик третьего ряда, он у нас обычный. Далее необходимо сделать в конце прибавку. По идее, после обычного столбика нам необходимо провязать удлиненный, но это не так легко сделать, поэтому провяжем тоже обычный столбик. Делаем петлю подъема для перехода на четвертый ряд. Здесь у нас снова петли располагаются в шахматном порядке. Продолжаем вязать таким же образом, но уже без прибавок. Если вам сложно сориентироваться, с какой же петли начинать вязать ряд, можно немножко отступить от начала и просчитать в обратном порядке. Также в данном узоре можно запомнить одно простое правило. Если мы заканчивали предыдущий ряд с удлиненной петли, то следующий будем начинать с обычного столбика. И наоборот. И продолжаем вязать в шахматном порядке. Вяжем четвертый ряд. Обычный столбик. Далее удлиненный. И так чередуем до конца ряда. Довязали четвертый ряд до конца. И хочу обратить ваше внимание, далее с 5 по 12 ряд мы будем вязать абсолютно аналогичным способом, без каких-либо прибавок. Только в конце 12 ряда мы сделаем первую убавку для носочной части. Итак, вам сейчас необходимо самостоятельно провязать 8 поворотных рядов. Это будет 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, 12. Итак, я провязала по 12 ряд включительно. Сейчас немного распущу конец ряда и покажу вам, как сделать убавку. Для того, чтобы сделать аккуратное закругление, мы будем провязывать следующим образом. Вводим крючок в предпоследнюю петлю ряда по узору и до конца ее не провязываем. И в последнюю точно так же. Далее захватываем нить и одним движением провязываем все 3 петли на крючке. Подтягиваем нить и делаем одну петлю подъема. Таким образом мы сделали в конце 12 ряда первую убавку для носочной части. Далее продолжаем вязать ряд по узору. Смотрим, какая идет петля, и над ней вяжем в шахматном порядке. Как уже ранее говорила, если сразу сложно сориентироваться, как провязать первую петлю, посмотрите, какие следуют далее, и просчитайте в обратном порядке. Начинаем 13 ряд с удлиненного столбика, далее обычный и так по порядку. Провяжем до конца самостоятельно 13 ряд и за ним таким же образом 14. В конце 14 ряда сделаем вместе еще одну убавку. Провязали самостоятельно 13 и 14 и в конце 14 ряда таким же образом делаем еще одну убавку. Провязываем не до конца предпоследнюю петлю и последнюю. Захватываем нить и одним движением провязываем все 3 петли.
Обращаю ваше внимание, перед убавкой петля на крючке должна быть хорошо подтянута, иначе образуется отверстие. Лучше распустить в таком случае и перевязать еще раз. Далее делаем петлю подъема и вяжем 15 ряд. После убавки внимательно смотрим, с какой петли начинаем вязание 15 ряда. Кстати, он у нас будет заключительным, и с 16 ряда начинаем уже вязать голенище. Посмотрев по узору, начинаю вязать 15 ряд с обычного столбика. Далее следует удлиненный. И так чередуем далее. Провяжем 15 ряд самостоятельно до конца. Как уже говорила ранее, 15 рядом мы завершили вязание носочно-пяточной части. Теперь нам необходимо будет сделать плавный переход к голенищу. Для этого в 16 ряду мы провяжем 15 петель, а на 16 и 17 сделаем убавку. Сделали петлю подъема и приступаем к вязанию 16 ряда. У меня этот ряд начинается с обычного столбика. Далее следует удлиненный. И также продолжаю вязать далее в шахматном порядке. Провязав 15 столбиков, делаю убавку. Не до конца по узору провязывая 16 столбик, за ним 17 и одним движением провязывая все петли на крючке. Подтягиваю нить и делаю петлю подъема для перехода на 17 ряд. Сделав убавку, у нас получается так, что в 16 ряду фактически последний провязанный столбик у нас удлиненный. В 17 ряду первый столбик будет у нас обычный. Проверяем по узору, немного отступив от края. Да, действительно так и получается. Провязали обычный столбик, далее будет удлиненный. И так чередуем до конца ряда. Провяжем далее самостоятельно. Делаем петлю подъема и приступаем к вязанию 18 ряда. В 18 ряду провяжем 14 петель, а на 15 и 16 сделаем убавки.
Провязали 14 петель, далее вяжем предпоследний обычный столбик и последний удлиненный, но не до конца их провязываем. И одним движением провяжем все 3 петли на крючке. Хорошо подтягиваем рабочую нить, делаем одну воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание. Из 19 ряда будем вязать теперь только 15 петель голенища. Прикладываю к выкройке и проверяю результат. Переход получился плавным, а если есть небольшие неровности, все они устранятся в процессе влажно-тепловой обработки. И далее будем продолжать таким же образом вязать голенище поворотными рядами по узору, без каких-либо прибавок или убавок. Итак, довязала я до желаемой высоты. После плавного перехода, который мы провязали вместе, я провязала еще самостоятельно вверх 25 рядов. А весь сапожок, начиная от первого ряда и заканчивая последним, составляет 38 рядов. И его высота общая 25 сантиметров. Длина носочно-пяточной части 22 сантиметра. Ширина голенища 13,5 сантиметров. В зависимости от толщины нити, размера крючка и плотности вязания, ваши размеры могут немного отличаться. Таким же образом я связала и вторую деталь. Благодаря тому, что узор двухсторонний, мне не пришлось ее делать в зеркальном виде, а связала абсолютно аналогичным способом. Далее необходимо обязательно провести влажно-тепловую обработку каждой детали. Проглаживаем с обеих сторон на среднем уровне пара и температуры через ХБ ткань. Пока изделие слегка влажное и теплое, расправляем в нужных местах и придаем форму. Если все же края слегка заворачиваются, можно на какое-то время оставить под прессом. Далее будем вязать такой манжет. Узор с имитацией английской резинки, как при вязании спицами. Располагаться он будет только с лицевой стороны. Для манжета набираем 10 воздушных петель и плюс еще одну воздушную петлю подъема. Для вязания первого ряда делаем накид и во вторую петлю от крючка провязываем соединительный столбик с накидом. Для этого необходимо слегка придержать левой рукой имеющуюся петлю и накид на крючке и протянуть сквозь них рабочую петлю. Продолжаем далее вязание таким же образом до конца ряда. Расправляем вязание и делаем воздушную петлю подъема для второго ряда. Свободный конец нити буду сразу ввязывать в изделие. Далее, начиная со второго ряда, будем вязать за дальнюю стенку косички, то есть вводить крючок в центр косички и захватывать дальнюю полупетлю.
Снова начинаем вязание со второй петли от крючка. Вяжем аналогичным образом, как и первый ряд, соединительные столбики с накидом, только за дальнюю стенку косички. Начиная со второго ряда, все последующие ряды вяжутся аналогичным способом. В итоге нам необходимо провязать 22 поворотных ряда. Единственное, ориентируйтесь на свою ширину голенища сапожка. Возможно, вам понадобится больше или меньшее количество рядов. В данном случае я пока обрезать нить не буду. Далее буду использовать для сшивания сапожка. Но если вы вместе со мной будете делать объемный элемент с вышивкой в виде веночка, то сшивание пока придется отложить. В таком виде значительно удобнее будет выполнять все элементы декора. Итак, для изготовления веночка беру джутовый шпагат, который использовала для вязания, и делаю намотку на руку около 7-10 раз. Примеряю, если толщина устраивает, то обрезаю нить. Для объема и имитации сена хочу добавить волокно сизали. Но если у вас его нет, не расстраивайтесь. В процессе вышивки оно даже немного мешает и выпадает. И с одним джутом в принципе выглядит тоже хорошо. В общем, я тут сплела, так можно сказать, такой веночек и свободным концом джута зафиксировала его. Затем беру мононить и фиксирую с помощью иголки свободные края джутового шпагата.
Как уже говорила ранее, если у вас нет такой мононити, можно подобрать обычную нить в тон к джуту. Также слегка прохожусь нитью по всему веночку. Если вам не хочется заморачиваться с плетением веночка, а также с его вышивкой, можно использовать вязаный веночек только меньшего размера. Ссылку на данный мастер-класс и другие украшения из джута оставлю в описании под видео. Также мне нравится, как смотрится данная снежинка на сапожке. Ее также можно аккуратно пришить и добавить элементы декора и вышивки. Но мне захотелось чего-то нового, поэтому возвращаюсь к данному веночку. Смотрю, какая сторона мне больше нравится, и также с помощью мононити начинаю пришивание к сапожку. Переворачиваю и контролирую натяжение нити с изнаночной стороны, так как иногда может оставаться так называемая паутинка от данной нити. Таким образом прохожусь по всему веночку. Я уже сделала пробный вариант вышивки с одной стороны веночка и на примере буду показывать, как это сделать точно так же, только с другой стороны. Коричневую нить использую для веточек, два оттенка зеленого для иголочек. Правую часть веночка буду вышивать как в зеркальном отображении. Фиксирую нить под самим веночком и буду стараться делать стежки так, чтобы с изнаночной стороны все выглядело аккуратно. Обычно для вышивки используют нить мулине. Зеленые оттенки таковыми и являются, а вот коричневый у меня был в старых запасах. Даже не знаю, что это за нить, но в принципе она подошла мне. Делаю вышивку в две нити и аккуратно прячу узелок под самим веночком. Сначала буду делать стежки, двигаясь от внутреннего края веночка к наружному и немного выходя на сам сапожок. Скажу честно, вышивала я очень давно, еще в школьные годы, но мне так понравилась идея с новогодней вышивкой, что очень захотелось воплотить ее в жизнь. Единственное, что я поняла для себя, что вязать мне нравится значительно больше, чем вышивать. И это еще, наверное, обусловлено тем, что в вязании легче все исправить, чем в вышивке. Но обычно, когда сильно хочется и какая-то идея не дает покоя, обязательно беру и пробую, независимо от результата. Когда прошлась до конца такими стежками, далее беру их еще для придания объема и обшиваю. Не буду утверждать, что именно так это нужно делать, а не иначе. При желании на YouTube можно найти и более профессиональные видео и набраться опыта. Но мне кажется, что именно в вышивке можно проявить свою творческую фантазию и делать именно так, как подсказывает вам ваша интуиция. Далее, не обрезая нить, под веночком делаю стежок для перехода к другой веточке. Примерно таким же образом вышиваю вторую, а затем и третью ветку.
Когда все 3 веточки с одной стороны готовы, приступаю к вышивке иголочек. Сначала буду вышивать нитью одного оттенка, затем добавлю иголочки нитью другого оттенка. Вышиваю также в 2 нити. Сначала делаю стежки с одной стороны веточки, а затем с другой. Заканчиваю вышивку веточки и добавляю иголочки нитью другого оттенка. Опять же, это все по желанию, можно сделать и просто однотонные иголочки. Таким вот образом у меня получилась вышивка. Может, и не совсем идеально, но думаю, для первого раза годится. Теперь можно приступать к декорированию веночка. В верхней части хочу добавить бантик из ленточки и подвеску с птичками. Как делала я такие бантики к своим вязаным джутовым украшениям, показывала в отдельном видео. Ссылку также оставлю в описании. В качестве подвески можно использовать всякого рода бубенчики, колокольчики или все, что подскажет вам ваша фантазия. Далее хочу добавить такие бусины, напоминающие цветочки. Мне кажется, они хорошо сочетаются с джутом. На мой взгляд, сильно пестрые, блестящие бусины, пайетки здесь не совсем уместны. Но опять же, это сугубо мое мнение, все зависит от ваших личных предпочтений. Также хочу сделать имитацию ягодок из красного бисера. Буду брать по 3 штучки и пришивать их вместе. Еще я выбрала именно такой декор для того, чтобы мой сапожок сочетался вместе с другими вязаными украшениями из джута. С помощью мононити я пришила бантик, бусины и бисер. В качестве фона решила добавить белый бисер для имитации снега, а также нитью белого цвета сделала несколько стежков на веточках, тоже с этой целью. Когда весь декор готов, можно приступать к сшиванию элементов сапожка. Как уже говорила ранее, я нить на манжете не обрезала и располагаю эту деталь так, чтобы плетение косички выглядело таким вот образом. Для соединения деталей буду использовать рачий шаг. Его также применяют для обвязки изделий.
Прокалываю крючком все детали поочередно в правом верхнем углу. Захватываю нить и вытягиваю ее на лицевую сторону. Далее нужно немножко больше вытянуть рабочую петлю, чем обычно, и повернуть крючок таким вот образом. Вводим крючок поочередно в следующие петли всех деталей. Захватываем нить, протягиваем ее и выводим на лицевую сторону. На крючке должно быть 2 петли. Снова захватываем нить и провязываем их. Далее разворачиваем крючок, как бы пятясь назад. Поэтому данный шов и называется рачий шаг. И повторяем те же действия. Пробовала различные варианты сшивания, в том числе и тамбурный шов, но остановилась на рачьем шаге. Если не знаю, какой вариант выбрать, в большинстве случаев так и делаю. Пробую несколько и выбираю понравившийся. Таким же образом продолжаем обвязку и далее. Дошла я до конца. Еще нам необходимо будет сделать соединение манжета верхней части, но предварительно свяжем петельку для подвешивания. Набираю цепочку из 12 воздушных петель. Далее присоединяю ее рядом с началом набора воздушных петель. Хорошо подтягиваю нить и по лицевой стороне цепочки прохожусь соединительными петлями.
Для этого ввожу крючок в центр косички, захватываю нить и протягиваю сквозь петлю на крючке. И так продолжаю далее до конца цепочки. И завершаем нашу работу присоединением манжета в верхней части. Также попробовала несколько вариантов соединения, далее покажу вам самый удачный. Для этого обрезаем рабочую нить, оставив свободный конец длиной примерно в 30 сантиметров. Это можно сделать как крючком, так и продев шпагат в иглу с большим ушком. Будем вводить крючок с внутренней стороны поочередно и захватывать нить. Таким же образом продолжаем выполнять соединение до конца верхней части. Затем фиксируем нить при помощи узелка и прячем свободный конец под петли по изнаночной стороне. На этом мастер-класс подходит к завершению. Для меня очень важно услышать ваше мнение. Делитесь, пожалуйста, им в комментариях, понравился ли вам данный вариант сапожка-носочка, а также вязали ли вы уже другие украшения из джута по моим мастер-классам. А чтобы я не пропустила ваши работы, отмечайте, пожалуйста, меня как автора в своих публикациях. Буду вам очень признательна, если оставите свой отзыв под видео и поделитесь им со своими друзьями. Всем спасибо за внимание, приятных хлопот и приготовлений к новогодним праздникам и до скорой встречи в новых видео.